Я сейчас скажу тебе что-то неудобное. Большинство людей, которые говорят «я простил», на самом деле не простили. И я сам был один из таких людей, который произносил это слово вслух, на молитве, иногда даже со слезами. И я искренне верил, что это работает, пока я снова не встречался с этим человеком. И в этот момент меня просто триггерило, внутри меня все кипело. Сегодня я дам тебе несколько ключей, которые реально изменили меня. И это не религиозная формула, а то, что реально работает на практике. И в следующих видео мы разберем это глубже. Отдельно про предательство близких, отдельно про предательство друзей, отдельно про обиду на церковь. Но сначала то, без чего все остальное просто не работает. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, и оставайтесь до конца этого видео. У меня в жизни было несколько моментов, когда я получил такие раны, от которых я, честно, даже не знал, как вообще подняться. Один очень близкий человек предал меня так, что нет, даже не хочу вдаваться в детали и подробности. Это было такое предательство, при котором по-человечески хочется не разговаривать, а просто пойти и поговорить совсем по-другому. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Когда хочется поговорить без слов. Это был человек, с которым мы вместе молились, которому я в свое время помогал, за которого переживал. Это было не просто предательство, но это было предательство человеком, которому ты открылся, полностью доверял. И вот именно такие раны, они самые глубокие. Потому что чем ближе человек, тем глубже он может тебя ранить. Также была церковь, был библейский колледж, люди, которым я доверял, которые просто использовали это доверие. И я ехал в этот колледж с желанием служить, я горел, думал, что начнется сейчас что-то настоящее. А вернулся с таким разочарованием в Боге, что долгое время вообще не хотел слышать слово «церковь». Меня просто триггерило от него. Был также пастор, который специализировал себя как специалист по семьям, красиво говорил, уверенно. Но по факту многие семьи после его консультации разваливались. И я тоже прошел через это. Но это отдельная история. И, возможно, я расскажу об этом в отдельном видео. Также была семья, люди, которые любили по-своему, но они тоже оставляли следы, которые я нес через свою жизнь. И что интересно, на родителей и на близких обижаться как будто бы нельзя. Тебе говорят, но они же любили тебя как умели, они же старались. И ты соглашаешься с этим, вслух говоришь «да», но внутри все равно что-то сидит и не отпускает тебя. И знаешь, что я делал все эти годы? Я говорил, что я простил. Потому что в церкви нас учили, что христианин должен прощать. И я прощал с улыбкой, красиво, правильно, но внутри все это оставалось, оно никуда не уходило. Оно становилось чем-то таким, что пряталось гораздо глубже. И в какой-то момент я просто начал понимать одну вещь. Пока я не прощал, я думал, что я наказываю этого человека, что моя обида — это какое-то справедливое возмездие, что я держу его в долгу, пусть знает, пусть чувствует. Но по факту человек жил своей жизнью, спал спокойно, ему было все равно, а я носил это в себе. Каждый день, просто за рулем, на работе, дома, везде, куда я шел, он шел со мной в моей голове, в моем сердце.
И это не было наказанием для него, но это стало тюрьмой для меня. И я сам держал ключ от этой тюрьмы. И вот здесь начинается то, о чем мне раньше никто не говорил. 3 вещи, которые полностью изменили мое понимание о прощении. Вы же знаете, как нас учат в церкви прощать? Помолись, скажи, что ты отпускаешь, и все, ты простил. Иди с миром. Но никто не говорит, что делать с тем фактом, что то, что произошло, было неправильно. Это было больно, это было несправедливо. И что это чувство, оно никуда не исчезает от того, что я просто произнес правильные слова. Я долго думал, что если я злюсь, то это значит, что я не простил. Если мне больно, значит я не простил. Если помню, то я тоже не простил. И это загоняло меня в какой-то бесконечный круг вины. И я не мог понять, то ли я плохой христианин, то ли я недостаточно духовный. Но потом в какой-то момент пришло понимание того, что злость на несправедливость – это нормально. Это не грех, это человеческая реакция на то, что не должно было произойти. Бог сам злится на несправедливость, и об этом, в принципе, вся Библия. Давайте возьмем пример Иосифа. Его братья бросили в яму и продали в рабство. То есть его родные братья, люди, которые должны были защищать его, они продали его как вещь. Он провел годы в тюрьме за преступления, которые не совершал. И когда, наконец, встретился с братьями и простил их, он не сказал: ребята, все нормально, да, вы правильно поступили. В этот момент он плакал. Он очень громко плакал, он не притворялся, что ничего не произошло. Он простил их, но факт предательства никуда не исчез. Просто он перестал держать их в заложниках этого внутри себя. Прощение — это не про то, что все было нормально, это про то, что ты перестаешь требовать оплаты долга, который все равно никто не вернет. Давайте честно, тот человек, который тебя ранил, он не может вернуть тебе то, что он у тебя забрал. Он не может вернуть годы, он не может вернуть доверие, не может вернуть то ощущение безопасности, которое ты потерял. Даже если он придет и попросит прощения, он не может отмотать назад то, что было. И когда ты это понимаешь, ты понимаешь, что держать обиду бессмысленно не потому, что так правильно, а потому что долг, который ты требуешь, просто невозможно вернуть. Никогда. И чем дольше ты ждешь, тем дольше ты сидишь в этой тюрьме. Еще один момент. Простить — это не значит продолжать отношения. Вот это изменило для меня все. Один очень хороший пастор однажды сказал мне простую фразу. Он сказал: простить не означает продолжать отношения. И у меня в этот момент внутри как будто что-то переключилось. Я все время держался за обиду, потому что думал, что если я прощу, то мне придется снова открыться этому человеку, снова доверять, снова быть уязвимым, снова впустить его в свою жизнь. И это было невыносимо, потому что я уже знал, на что он способен. И именно поэтому я не прощал. Не потому, что я не хотел, а потому что прощение казалось мне опасным. Как будто это открытая дверь для человека, который уже однажды вошел в нее и разрушил все внутри. Но вот в чем дело. Прощение и доверие – это разные вещи, совершенно разные вещи. Прощение – это то, что происходит внутри тебя. Это решение отпустить. Это выбор не держать человека в долгу. Доверие – это то, что строится между двумя людьми. И оно зарабатывается поступками, временем, изменениями. Да, ты можешь полностью простить человека и больше никогда его не впускать в свою жизнь. И это не противоречие, это мудрость. Иисус простил Петра, который трижды отрекся от него в самый тяжелый момент. Он восстановил отношения, снова доверил ему служение. Но это был Петр, который пришел с настоящим раскаянием, который плакал, который изменился. Но не каждый человек, который тебя ранил, приходит именно с таким раскаянием. Некоторые даже не считают, что сделали что-то не так. И ты не обязан ждать этого раскаяния, чтобы отпустить внутри. Ты не обязан продолжать отношения с человеком, который снова и снова делает одно и то же.
Ты можешь отпустить человека внутри себя, но при этом закрыть дверь снаружи. Это не жестокость, это граница, а Бог уважает границы. Он сам их ставил. Еще один важный момент, который нужно и важно понимать. Простил не обозначает, что боль больше не вернется. И вот это меня очень долго путало. Я думал, что если боль возвращается, то значит я не простил по-настоящему. Значит, надо заново молиться, заново прощать, заново пытаться. И я снова чувствовал себя виноватым. Снова недостаточно духовным, снова плохим христианином, который не может справиться с простой задачей. Но это было не так. Прощение – это не операция, после которой шрам исчезает, это решение. Живое решение. И иногда его нужно принимать снова не потому, что это не сработало первый раз, а потому что рана была очень глубокой. И память, она делает свое дело, она возвращает тебя туда, она иногда неожиданно это делает, а иногда из-за какой-то мелочи, запах, песня, место, слово. Любой триггер может сработать. И вопрос не в том, вернется ли боль, она скорее всего вернется, а вопрос в том, как ты отреагируешь, когда эта боль вернется. Ты снова берешь этого человека в заложники внутри себя? Или снова говоришь: я отпускаю? Не тебя, себя. Я выбираю свободу. Снова и снова. И знаешь, что происходит со временем? Эти моменты становятся реже. Боль становится тише. Не потому, что ты забываешь, а потому, что она перестает управлять тобой. Вот это и есть настоящее исцеление. И оно не мгновенное, постепенное, но очень реальное. И теперь я хотел бы поговорить о том, почему прощение вообще возможно. Потому что, если честно, по-человечески, вот так просто взять и отпустить человека, который разрушил что-то важное в твоей жизни, ну это просто против нашей природы. Наша природа требует справедливости, требует, чтобы за боль заплатили. И вот здесь есть еще одна вещь, которая изменила все мое понимание. Есть такой цикл, в котором живет большинство людей. Тебя ранят, ты хочешь ранить в ответ. Либо действием, либо обидой, которую держишь внутри. Тот человек чувствует это и тоже защищается или нападает. И этот круг никогда не останавливается сам по себе, потому что любая месть порождает месть. Любая обида порождает обиду. И это длится поколение за поколением. И остановить этот круг может только одно. Когда кто-то берет боль на себя и не возвращает ее обратно, поглощает эту боль, принимает на себя этот удар. И самое главное, не отвечает на него. Вот именно это произошло на кресте. Бог взял все. Он взял всю нашу боль, всю нашу вину, все наше предательство, всю нашу грязь. И не вернул нам это обратно, Он поглотил это. Он заплатил цену, которую мы должны были заплатить. И Он не потребовал ничего взамен. Вот это и есть благодать. Она незаслуженная, она несправедливая с человеческой точки зрения. Но единственная сила, которая реально может разорвать этот замкнутый круг. И когда я это понял, я понял, почему вообще возможно прощать. Не потому, что я такой духовный, не потому, что у меня сильный характер, а потому, что меня самого простили первым. Незаслуженно. Просто полностью, без условий. И из этого момента у меня появляется сила отпустить другого. Не из моего внутреннего чего-то, а из того, что я уже сам получил. Поймите, что прощение — это не слабость. Это самое трудное, что может сделать человек. Потому что ты берешь чужую боль и не перекладываешь ее обратно. Это требует сил. Не человеческой силы, но Божьей силы.
Я долгое время желал одному человеку всего нехорошего, честно. Я не хочу притворяться, что я сразу молился за него, чтобы Бог его благословил. Нет, я злился, я очень злился, я долго злился. Это была настоящая злость. Не какая-то театральная обида. Это было что-то такое глубокое и темное внутри меня. И знаешь, как я понял, что я наконец-то простил? Никогда я стал желать ему чего-то хорошего, никогда я стал молиться за него и благословлять его, а когда просто перестал вообще что-то чувствовать по отношению к этому человеку. Он перестал занимать место в моем сердце. Я в какие-то моменты вспоминал о нем, и внутри была просто тишина. Не холодная злая тишина, а просто пустота. Место, которое освободилось. Вот это и есть настоящая свобода. Давид годами убегал от Саула, который хотел его убить. Несправедливо, жестоко. Давид ничего плохого не сделал. Он просто был помазан Богом. И Бог выбрал его быть царем. Но Саул боялся его. У Давида было два момента, когда он мог убить Саула, но не убил. Не потому, что он был слабым, не потому, что боялся, а потому, что сознательно отпустил право на месть. Он говорил Богу: ты разберешься, не я. И это не было пассивностью, это было выбором, осознанным, трудным выбором, ежедневным выбором, который принимал Давид. И это и есть суд прощения, когда ты перестаешь быть судьей человека, перестаешь требовать оплаты долга, отдаешь это право Богу и уходишь свободным. И последнее, о чем я хотел сказать, такой момент, который тоже многие путают, и очень многие люди просто имеют вред от такой путаницы. Простить не значит замолчать. Я простил людей, которые причинили мне боль, простил их по-настоящему, не держу зла, не желаю плохого. Но если я вижу, что тот же человек продолжает делать то же самое с другими людьми, я не буду молчать. Потому что молчание в этом случае — это не смирение и не духовность, это соучастие. Есть пасторы, которые ранят людей, разрушают семьи, манипулируют теми, кто пришел к ним за помощью. И им говорят, этим людям: не трогай помазанника Божьего, прости и молчи, не выноси ссор из избы. Но это неправильно, это не Библия. Это удобная интерпретация для тех, кто хочет оставаться безнаказанным. Иисус прощал, но Он называл вещи своими именами. Фарисеев называл лицемерами прямо в лицо. Торгующих в храме Он просто выгнал. Он не был удобным и молчаливым. Он был любящим, и именно поэтому Он говорил правду. Ты можешь отпустить обиду внутри и при этом говорить правду снаружи, ради тех, кто еще не пострадал, ради тех, кто сейчас стоит перед той же дверью, через которую ты уже прошел. Прощение и честность — это не противоположности. Иногда именно прощение дает тебе силу говорить правду, без какой-либо злости, без желания отомстить, но ради того, чтобы защитить других. Я не знаю, через что именно ты проходишь прямо сейчас. Может быть, предательство друга, может быть, раны от родителей, может быть, церковь, которая взяла тебя сломанным и сделала еще больше сломанным, называя это путем к святости. Но я знаю одно: непрощение — это не наказание для того человека, это тюрьма для тебя. И ты сам держишь ключи от этой тюрьмы. 3 вещи, повторю, которые изменили меня. Простить не значит, что все было нормально. Было ненормально, было несправедливо, и это правда, которую не нужно отрицать. Простить не значит продолжать отношения. Ты можешь отпустить человека внутри и закрыть дверь снаружи. Прощение и доверие — это 2 разные вещи. И боль может возвращаться. Это не значит, что ты не простил, но просто снова принимай решение, снова отпускай.
со временем это становится гораздо легче. В следующих видео попытаемся разобрать это глубже, каждую тему отдельно. И если это видео оно было для тебя, поделись с тем, кому это нужно было услышать прямо сейчас. На самом деле таких людей вокруг нас гораздо больше, чем кажется. Просто чаще всего они молчат. Спасибо вам большое за то, что были со мной, за то, что дослушали это видео до конца. Спасибо за то, что подписываетесь, ставите ваши оценки, оставляете комментарии. Всех люблю, благословляю, обнимаю. Пока-пока и до скорых встреч. Благословений вам.